Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим потрясающе вкусный, легкий, освежающий торт без выпечки. Такой торт готовится без сахара, из очень вкусных и полезных ингредиентов. Такой торт понравится как взрослым, так и детям. Он настолько нежный, что просто тает во рту. Идеально подойдет в качестве десерта, а также его можно подать и на завтрак. Итак, приступим. В отдельную миску всыпаю 1 пакет желе. У меня персиковое желе. Добавляю 200 мл горячей воды температурой примерно 90 градусов и хорошенько перемешиваем до растворения желе. Обратите внимание, что воды я использую в 2 раза меньше, чем указано в инструкции, для того, чтобы желе получилось более плотное и хорошо держало форму. И ни в коем случае не заливайте кипятком, иначе желе потеряет свои желирующие свойства. И теперь даю остыть до комнатной температуры. Далее я взяла форму, в которой буду готовить торт. У меня силиконовая форма, вот такой красивая, с красивым рисунком. И для того, чтобы в последующем легко можно было изъять торт из формы, я смазываю небольшим количеством растительного масла без запаха, буквально чуть-чуть. Можно этого не делать, можно готовый торт опустить на несколько секунд в горячую воду, тогда желе немного потает, и вы также с легкостью сможете изъять его из формы. Но тогда торт может чуть-чуть сверху потечь. Вот, поэтому я использую метод с растительным маслом. Это дело вкуса, делайте как вам нравится. Заливаю желе, отправляю в холодильник, а лучше в морозилку до полного застывания. Тем временем 100 грамм кураги я заливаю кипятком, для того, чтобы курага стала более мягкая, и отставляю в сторону. Далее в сотейник вливаю 250 мл молока и нагреваю молоко до слегка теплого состояния, примерно до 30 градусов. В отдельную миску я добавляю 3 столовые ложки меда. Количество меда вы можете регулировать по собственному вкусу. В данном рецепте мы сахар не используем, а используем мед, поэтому десерт получится более вкусный и полезный. Теплым молоком заливаю мед и все хорошенько перемешиваю до полного растворения меда. Горячим молоком не советую мед заливать, поскольку он потеряет свои полезные свойства. Далее в отдельный сотейник вливаем 250 мл молока. Добавляю 8 грамм агар-агара. Агар-агар более полезный, он растительного происхождения, поэтому я его использую вместо желатина. При желании можете использовать желатин согласно инструкции. Все хорошенько перемешиваю. И отправляю на огонь на небольшом огне, постоянно помешивая. Довожу массу до кипения. В процессе нагревания масса густеет. И как только масса закипела, провариваю ее 3 минуты. Вот такая масса у меня получилась. Далее в чашу кухонного комбайна я отправляю 500 грамм творога. Творог у меня домашний, жирный. Можно использовать также магазинный любой жирности. Перебиваю в кухонном комбайне до однородности. Желательно, чтобы не было комочков творога. Тогда десерт получится более нежный и воздушный. Также вместо комбайна можно использовать погружной блендер или перетереть творог через сито. Вот такая однородная масса у меня получилась. Далее к творогу я вливаю горячий агар-агар с молоком. Я не жду, пока он остынет, потому что он начнет застывать, а добавляю в горячем виде. И теперь все хорошенько перебиваю блендером до однородности. В результате вот такая однородная масса у меня получилась. И только теперь, когда у меня творог не очень горячий, после того, как мы добавили горячий агар-агар, только теперь я вливаю молоко с медом. И также хорошенько все перебиваю в кухонном комбайне. Тем временем я сливаю кипяток с кураги, нарезаю небольшими кусочками. Желе застыло и продолжаем формировать торт. Добавляю небольшое количество творожной массы, разравниваю ровным слоем. Я буду делать слоями торт. Сверху выкладываю кусочки кураги. Также курагу можно заменить на чернослив или любые другие фрукты, ягоды, все, что вы любите. Я выкладываю слоями для того, чтобы курага равномерно распределилась в торте. Сверху выкладываю еще небольшое количество творожной массы и разравниваю ровным слоем. И так чередую все слои. Вновь выкладываю кусочки кураги.
Сверху выкладываю небольшое количество творожной массы. И поскольку у меня такая круглая большая форма, я ее поставлю в миску для того, чтобы форма ровно стояла и не разваливалась. И сверху я выкладываю оставшуюся творожную массу, разравниваю ровным слоем и отправляем в холодильник до полного застывания. Но поскольку мы использовали агар-агар, можно оставить также и при комнатной температуре. Торт также отлично застынет в довольно-таки короткое время. Но для ускорения процесса я всегда использую холодильник. И теперь, чтобы легко изъять торт из формы, я вот так вот немного оттягиваю края в разные стороны, сверху накрываю тарелкой, переворачиваю и аккуратно снимаем силиконовую форму. В результате вот такая красота у нас получилась. Если торт вам не удалось изъять из формы, тогда опустите на небольшое количество секунд в горячую воду дно формы, и тогда тортик с легкостью отстанет от формы, и вы сможете его легко изъять, не повредив рисунок. В результате вот такая красота у нас получилась. Очень яркий, красочный, красивый, потрясающий торт без выпечки из творога сегодня у нас получился. Он настолько нежный, что просто тает во рту, а самое главное, что он очень и очень полезный. Творог, мед, курага, молоко, что может быть лучше? Только полезные и самые вкусные ингредиенты. Такой торт понравится не только взрослым, но и детям. Так что обязательно готовьте, я уверена, что вам понравится. А для того, чтобы не потерять этот рецепт, сразу ставьте лайк. Также, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Обратите внимание, насколько однородная масса. Благодаря тому, что мы перебили творог до однородности, получилось такое, как крем-суфле. Без комочков творога. Кстати, вы можете также в творожную массу добавить ванилин по вкусу. Тогда десерт получится еще более вкусный и ароматный. Вот такая красота сегодня у нас получилась. Так что, дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии. Всем приятного аппетита и пока!